по поводу Эскикермена. Легенда, там колодец, знаешь, есть. Легенда о змее, который приплывал с моря, через этот колодец вылезал в это городище, и там какую-то жертву для себя Это не только там эта легенда, еще в Успенском монастыре под Бахчисараем такая же легенда. Так вот, вероятнее, были промывы в море, и вот эти змеи-блэки, то, что таврические, так вот они эти сейчас вот, есть эти... они выходили через так эти они ходы. сейчас выходят. Под Карадагом, под Аюдагом, Мысая, вот в районе мыса Фиолен, там есть 100% эти Когда проходы. были последние вот такие наблюдения? Да вот мне звонили недавно люди в районе Гагар, по-моему, или Сухуми, наблюдали этого змея вот буквально недавно. Как 3 или 4 минимум змея загоняли с дельфинов. Опять охотились, большого размера. Размер какой приблизительно? Абхазии, да? А их несколько Антон, видов. извини, перебью. Да. Мы вот с тобой уже говорили, наш сюжет уже вышел, вот, когда мы встречались. А люди не совсем понимают, что такое змей, посмеялись. И люди, видимо, думают, что змей это летающий какой-то крылатый. Объясни, Нет. что такое вот этот змей? Серпентоид, плавающий, извивается тело зигзагообразно, при движении, в воде. Размер метров 20, по-моему, рептилия, да, 30. может выползать на сушу, но основная среда обитания под водой. Хотя, вот я знаю с рассказа старожилов, еще в начале 20 века в Крыму попадались очень крупные змеи, причем толщиной с бревно. Вот ехали люди по дороге южный берег Крыма в районе Фароса на машине и переехали. Такое впечатление, как бревно переехали, а потом оглядываются, а это бревно начинает уползать и отползать. И вот это точно совершенно говорю, он таврически тоже собрал этих историй. А потом они исчезли. И самое интересное, что когда мы были в пещерах на Мангупе и на горе Бойко тоже такая же история. Там в пещерах есть дырки, и эти дырки заложены камнями. И у меня такое впечатление, что местные жители знали эти дырки, через которые выползают эти змеюки, которые плотоядные нападали на стада. Пещеры, да? Внизу. Нет, на Мангуп мы когда залазим на сам Мангуп, Нет, горя Бойко это уже центр. это пещера, вход с нее с обрыва, там возле самого обрыва с южной стороны. Это в сторону как к монастырю идти? Нет, со стороны монастыря? как долина идти, в сторону Севастополя там. Понял, Из пещеры, вот туда мы залазили еще, а там на Чапман была съемочная группа. Там же еще вот эти и руины там дырка на Мангупе заделана стоят. камнями. И то же самое на горе Бойко есть такая дырка, туда, в эту Бойку, со стороны села Соколина, оно же Копкос по-крымско-татарски, которая тоже заделана камнями, заложена просто. Кто заложил? Зачем закладывать дырку? Вопрос в гору. Вот моя личная версия, гипотеза, что местные жители, опасаясь вот этих вот змеев, которые нападали на скот, на стада, на пастухов, просто взяли тупо и закрыли, чтобы эти твари больше не лазали, не терроризировали местное население. Явно с ними была борьба, естественно. А змеи что пропали? Самое интересное, Антон, что подобные истории мне рассказывали в этом, господи, Кыштымском хотел районе сказать, Краснодарском, в Шапсутском районе. Причем они их там конкретно называют, они их называют желтобриками почему-то. Тоже описывают, что вот такие здоровенные змеи, метров по 6-7 длиной, толщиной в 2 руки, то есть это сантиметров 30 получается, как минимум 30-40. И вот они там тоже охотятся на, скажем так, слабо двигающуюся местную фауну. То есть такие питоны, анаконды своего рода. Слушай, они в Крыму исчезли, эти змеи, гадюки только остались. Куда исчезли? А видно, они уползли туда, или вымерли под землю, их истребили, короче. А вот эти морские водоплавающие, они остались 100%. И они точно под Карадаг заходят, там же вулканический этот комплекс древний. Под Аюдаг заходят, Мысая. Вот самые две такие точки, где свал идет скальной стенки, и сразу под большим углом наклон этой скальной стенки и уход под воду. Это самые два таких козырных места. Это Аюдаг, Медведь-гора, и это мыс Ая возле Фароса, за Балаклавой туда.
Вот там и там НЛО очень часто Самые наблюдается, такие потому что они места туда ныряют и активные. выныривают, и этот змей там ходит и выходит. Где чаще НЛО наблюдают подводные, вот как Владимир Георгиевич Ажажа написал в своей книге «Светящиеся колеса подводные, уход НЛО, ныряние под воду, свечение под водой», какая-то техногенная деятельность подводная. Вот там Есть как ли раз и около Крыма наблюдают. места, которые бы ты мог Вот там обозначить? как раз и наблюдают, вот возле Медведь-горы Аюдак-Раз, Мгм. возле мыса Ая-2. То есть там скалы сразу уходят на глубину, там десятки метров идет свал глубин. Там 70-80 и дальше. И я 100% уверен, Подводный что там вход имеются возможен, да? входы. Мгм. Это все технологично, все это все существует реально там. И более того, Черноморский сероводород используется ими в производственном процессе Мгм. для производства тория, ториевого ядерного топлива, плюс редкоземельные элементы. И ториевая энергетика задействована у них явно, потому что не просто так они Черное море облюбовали, они То есть используют должен выход радона сероводород. быть, Радон это рам, но это продукты переработки Тория. тория из моноцитных песков. А моноцитные пески они берут на берегу Азовского моря. Мгм. Южное, точнее северное побережье, вот там где Бердянск, там вот этот вот Мариуполь, те края. Вот. И там очень часто НЛО наблюдали. Как только ветер дует с юга, Отсюда на эти север. звуки с Черного моря, да, периодически, которые звуки техногенные. техногенные В лязганье. целом вот эти. ряде мест эти Свечение техногенные. там тоже часто. Кстати, Аюдак, Медведь-гора, он тоже гудел иногда. Мне люди рассказывали, как они слышали, как иногда он конкретно гудел прямо изнутри. Это потому, что внутри что-то работало, потому что пустотность. Да, я слышал подобный гул, когда, потому что у меня палатка стояла под обрывом, как раз на бухте, на носу медведя этого, и периодически там, но я все время думал, что это какие-то волны куда-то Морской бьются, эффект, да, что как бы? морской эффект, Мгм. где-то вода бьется по подводным туннелям, создавая инфразвук, хотя, может быть, и техногенный. Ну вот я не мы на могу лодке сказать. прошли, я сам лично там снимал, ходил вдоль самого медведя, возле этой скальной стенки. Там очень много мест, где идет выход воздуха снизу, где эти пузыри булькают, где сделать вентиляцию проще Без проблем. простого. Мгм. То есть такая замаскированная вентиляция туда, это запросто. То есть таких там мест полно. И там есть одно место, где прямо скала отодвигается. И это место мы искали, вот позапрошлом году летом ездили, специально искали эту скалу. Я вначале подумал на одну скалу, но это не та скала, на которую я подумал. Там другая скала, но она треугольной формы, вот эта скала. И вот эта женщина, наша контактерша, Анастасия Викторовна Артеменко, которая еще при Украине в 2000-х годах, когда Кучма был президент, возили туда, она помнит, как ее туда возили, как они туда опускались, проходили через эту открывшуюся дверь, внутрь, в эту пещеру, а там озерца такие подводные, ну, в смысле в пещере. Свет самой. был? Свет, вот, естественно, был. Тарелки стояли на опорах, вот эти их, там ремонт, обслуживание, ходили эти гуманоиды. Ангар целый там. И да, ангар, и потом и дальше туннели. Под Четвердак оттуда, под Четвердака под Демержи, с Демержи под Карабилу. Карабила это вообще целая отдельная история. Это самое безлюдное вообще при Украине считалось место Украины. Это вот в Крыму. Там вообще народу нету. Там лунный ландшафт. Там из всего народа одна метеостанция. Еще и то, по-моему, сейчас там уже разогнали эту метеостанцию. Там 2 калеки или 3 калеки. Ну, рядом там еще вояки, там... Обсерватория работает, Крымская Работает астрофизическая? Крымская астрофизическая, да, там финансирование дали ей. Вот, по Солнцу она работает, исследование Солнца, по физике Солнца, там вот это вот одно из основных. Число Вольфа пятна на Солнце считают, наверное. Там солнечную много активность. очень работ, там профессор Владимирский много лет работал, очень много там специалистов. Но узкий профиль, узкий. Вот. Так вот, возвращаясь к этим змеям, их несколько видов. Они водоплавающие, они именно входят в подземелье под Крымом. Из них выходят на охоту, вот на этих самых наших дельфинов. А потом назад заходят на лежбище.
В 95 году, как вот Таврический рассказывал, мы тут говорили, у них копуляция была. Видели, как эти змеи между собой вот так вот. Совокупляются. Да, да, то есть, чтобы популяция была жизнеспособна, нужно, чтобы их было несколько особей. Иначе они подохнут, если там это Лох-Несс. Одна там Несси, она там не выживет. Да, как это там, шотландцы там. Почему дельфинов? Ведь рыбы много тоже. А дельфина Тоже крупная рыба. кефаль. А и кефаль тоже жрут, когда дельфинов не хватает. Таврический рассказывал, вот с его слов, он общался с людьми, с очевидцами, как в Рыбачьем село такое, с Подолуштой. Вылез этот змей Регал, потому что наелся не того. отравленной рыбы, у него была отрыжка. Народ в панике разбежался, а народ же в панике забывает про все. Про видеокамеры, про фотоаппараты. Это же какое надо самообладание иметь, извините, чтобы, увидев эту тварь, не испугаться и думать про видеокамеру. Рекламная пауза. Это народ, кроме исследователей протоистории и альтернативных, скажем, таких мест силы. Мы никогда не пугаемся и всегда все фиксируем. Если присутствуем при аномальном явлении, обычный человек продолжаем. в панику впадает, он все бросает, все вещи бегут. У аквалангистов были разрывы сердца. Я думал, это все ерунда. Я когда начинал этой темой заниматься, я в газете «Инопланетянин» в Киеве напечатал статью «Миф о крымском змее». Где начал все развенчивать, это все опровергать, все это туфта. Но потом я посмотрел эту видеозапись, которую ребята на холме Тарсан сняли в Ялте у нас. Где этот змей прямо в море вот так вот. Да, это я видел. А потом я познакомился там с другими свидетелями, куча людей, которые его видели. Но это уже невозможно, столько людей, чтобы наврали, сочинили, все сговорились, чтобы все были брехуны подряд, да. Бывает эпидемия там брехни, когда наворачивают сказки и лапшу на уши вешают, деньги зарабатывают. Но это не тот явно случай. Они что... разных бы змей описывали тогда. Ну да, ну а так тут очень одного много и и того же. Видео, понимаешь, и такое видео, ну кто его поделает? Я вот под Анапой видел труп дельфина с таким вот выкусом круглым. Да, На находят. То есть, ну, кроме большой белой акулы, никто не смог бы вот так вот выкусить. И я тогда еще подумал, что это какая-то акула могла его только съесть. И на Карадаге такого же дельфина нашли, тоже выкушено. Ну, говорят, винтами порубило. Да, еще Но зачастую какими считается, винтами, что там следы зубов. дельфины выбрасываются на берег по непонятным для человека причинам. Мгм. Так вот, одна из гипотез, вот, да, что это в процессе охоты. То есть они выходят на мелководье, чтобы уйти уже, и выбрасывают